Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим лепешки без дрожжей. Они мягкие, пузырчатые, вкусные. Можно есть как с чаем, так и вместо обычного хлеба. Шельпеки, так их называют по-казахски, принято готовить в количестве 7 штук. Почему? Расскажу в процессе приготовления. Обязательно проверьте свою подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, выбирая все уведомления. Только в этом случае вы не пропустите новые рецепты. Давайте начнем. 200 мл молока и 100 мл воды. Все это комнатной температуры. Добавляем половину чайной ложки соли, размешаем, затем насыпаем немного муки и вместе с ней вводим в тесто соду, совсем чуть-чуть, буквально 1/5 чайной ложки. Размешиваем снова, если остаются небольшие комочки, это не страшно. В процессе они разойдутся. Добавляем порциями еще муку. Замешиваем мягкое тесто. Шельпеки можно приготовить только на воде, но если вы добавите еще и молоко, вкус будет гораздо интереснее. Всего по рецепту мне понадобилось 440 граммов муки, но это количество может слегка отличаться, все зависит от вашей муки. В итоге тесто должно получиться слегка липким после вымешивания и, конечно, очень мягким. Это не менее важно для самой мягкости готовых лепешек. И обязательно тесто должно полежать минут 20-30, чтобы сода стала работать и клейковина муки набухла. Заворачиваем тесто в пакет, оставляем при комнатной температуре. Спустя 30 минут тесто заметно станет мягче. Не обминая пока тесто, просто растягиваем в толстый жгут. Присыпаем тесто мукой, чтобы было легче работать. Излишки муки просто потом стряхнем. Это не страшно. Делим на 7 частей. Каждый кусочек вышел около 100 грамм. Теперь как раз и обминаем тесто, формируя из кусочков ровные округлые шарики. Так и раскатывать будет удобнее, и края останутся ровные. Оставляем тесто еще на минут 10, чтобы оно меньше стягивалось при самой раскатке, было более податливым. Все, начинаем делать тонкие лепешки. Также подсыпаем муку для удобства самой раскатки. Почему же 7 лепешек? Здесь все на самом деле просто. Для казахского народа цифра 7 имеет особое значение. И готовят такие шельпеки в религиозные праздники. Делают, конечно же, по 7, либо 3 по 7. В некоторых регионах Казахстана по 9. Лепешки раздают друзьям, соседям и, конечно, готовят для всей своей семьи. Все шарики теста, которые успели полежать, я сначала немного раскатываю, также присыпаю мукой, складываю стопкой. Процесс раскатки будет легче намного. И затем уже каждую лепешку раскатываю более тонко. До диаметра сковороды, на этот раз диаметр 26 сантиметров. Можно, конечно, раскатать и тоньше, тогда просто нужен диаметр больше, чтобы лепешка поместилась. Либо используйте сковороду меньшего диаметра, но делайте 9 лепешек. Вот такие тонкие они должны получиться, можно еще даже тоньше. Смотрите, при раскатке заметны пузырьки. Тем временем все 7 лепешек уже готовы. Лепешки пока накрываем полотенцем, чтобы не высыхали сверху. И стряхивая остатки муки, начинаем жарить в разогретом масле. Процесс жарки очень быстрый. Главное не передержать. Поворачиваем лепешку 2 вилочками. Смотрите аккуратнее, потому что под лепешкой может скапливаться воздух и можно обжечься. Делаем около 7 оборотов
можно и меньше, если лепешки тоньше. И переворачиваем, прокручивая тоже несколько раз. Только посмотрите, как они раздуваются. Если шельпеки продержать чуть дольше, они поджарятся и уже не будут такими мягкими, а станут хрустящими. Перекладываем шельпеки бумажными полотенцами, чтобы убрать остатки масла сверху. И все готово. Если поджарить сильнее, то посмотрите, как они хрустят. Ну а так, они должны быть бледные. Тогда получатся очень нежные и мягкие. Вся поверхность лепешек в пузырьках. И посмотрите, как они легко рвутся. Точно не резиновые. Попробуйте приготовить, буду только рада. Делитесь видео с друзьями, ставьте нравится, оставляйте комментарии, это все помогает в продвижении видео, за что вам огромное спасибо. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, оно совсем скоро, пока.